я сделаю не столько исключение, сколько, наверное, особый акцент на мероприятии, от которого мы ожидали, конечно, совершенно иных итогов. Речь идет о, хотелось бы назвать памятных мероприятиях, но назову это некой мистерией, которая имела место в Польше. Они должны были быть, эти мероприятия, посвящены 80-летию начала Второй мировой войны. Трагическому эпизоду, трагической странице не просто в истории XX века, но в истории человечества. То, во что превратились эти мероприятия, которые проходят не первый год, и собирали представители различных стран на протяжении, еще раз говорю, многих лет, во что превратилось в этот раз. Это событие, которое действительно достойно международной не просто оценки, а глобального международного внимания, просто, честно говоря, повергает в шок. Это ярчайший пример переписывания истории. Только в этот раз все зашло слишком далеко и превратилось просто в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие. Варшава представила то, что хотелось бы назвать мемориальными памятными событиями, в действо, которое было полностью подчинено демонстрации некого единения цивилизованного, свободного и демократического мира против сил зла. Сначала гитлеризма, потом коммунизма и, наконец, современного империализма, которое якобы, вот это вот все зло, чуть ли не олицетворяет собой Россия. Знаете, совершена такая попытка перекроить историю и придумать некую ось правды. Естественно, в основу всей этой концепции легли натовские разработки, циничные, грубые, жесткие. Это даже не пропаганда, это даже не дезинформация, это преступление. Это преступление против нашей общей истории. Концепция мероприятия была сформулирована в речи президента Польши Анджея Дуды. Он заявил, что Вторая мировая война в политическом смысле закончилась только в 1989 году с ослаблением и уходом с исторической сцены Советского Союза. Что такое? Да где он такое прочитал? И кто такое придумал? Где та группа историков, я хотела бы на них посмотреть, реальных историков, не тех, которые приписывают себя, не тех, кто написали пару постов в социальных сетях, а тех, у кого есть научные труды, тех, кто признан в научном мире. Где эта группа историков, которая бы под этим подписалась? Он был не единственным, кто реализовывал в своих выступлениях вот эти все инсинуации. Там была целая группа, подпевал. Это, конечно, ложь. Страшная, циничная и очень опасная. Я напомню всем тем, кто вынужден был это слушать, а потом, наверное, читать. Международный военный трибунал, созданный по инициативе Советского Союза. Я еще раз напомню, для всех тех, кто занимался мракобесием в Варшаве, Международный военный трибунал, созданный по инициативе Советского Союза, Лондонским соглашением от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции не только четко очертил хронологические рамки одного из самых кровопролитных конфликтов в современной истории, но и определил круг ответственных за него лиц. Это высшее руководство Третьего Рейха, стран оси и всех тех, кого мы раньше и сейчас продолжаем называть коллаборационистами и приспешниками. Любые интерпретации, любые псевдонаучные концепции, включая заявление о некой ответственности, которую нужно еще пересмотреть, равной ответственности, о борьбе двух тоталитарных режимах, о двух оккупациях Восточной Европы. Вот все то, что обильно звучало в Варшаве, не имеют под собой никаких
правовых и исторических оснований. Все попытки подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны, переписать ее в том числе, забывая или переиначивая итоговые документы, и в том числе отправив постфактум на скамью подсудимых кого-то еще, кого там не было, помимо нацистских преступников, все это будет жестоко нами пресекаться. Потому что это и есть преступление против мировой истории, против нашей общей истории, против той истории, за которую заплачены миллионы жизней. Но на этом мракобесие не закончилось. Отличились многие. Отличился и министр обороны Польши с заявлением об ответственности Москвы за неполученные Польше от Германии репарации. Ну, это вообще, конечно, за гранью не просто приличия, а человечности. Я хочу также напомнить, что декларация 1953 года об отказе от военных репараций принималась легитимным польским правительством, которое было признано мировым сообществом. Мало того, оно представляло свою страну в Организации Объединенных Наций. Или сейчас в Варшаве думают иначе. Если в Варшаве передумали и считают как-то по-другому, то сначала нужно разобраться в собственной истории. И прежде чем делать такие заявления, нужно подумать в том числе и о юридических последствиях. А я также напомню, что благодаря целому ряду дипломатических усилий советского правительства по итогам войны Польше отошли 25% территории Германии в границах 1937 года, области восточной линии Одер-Нейса и другое. Что касается огромной финансовой и материально-технической помощи, которую Советский Союз оказал Польши, и то, как шло восстановление. Об этом мы опубликуем материал дополнительно, потому что ни в один брифинг и ни в одно интервью эти материалы просто не смогут уместиться. Мы не устаем возвращаться к этой теме. Мы не устанем заниматься опровержениями всех подобных фейков, инсинуаций и дезинформации, потому что эта тема относится к разряду вечных и непроходящих. Многонациональный народ Советского Союза, и мы всегда это подчеркивали, народы стран-союзников Советского Союза по антигитлеровской коалиции, участники партизанских движений проявили беспримерное мужество, чтобы последующие поколения жили, творили, созидали в мире, свободном от человека-ненавистнической идеологии гитлеризма. Победа над гитлеровским национализмом несет в себе колоссальный объединяющий посыл. И мы не устаем повторять, что несмотря на идеологические расхождения, несмотря на то, что народы, воевавшие и восставшие против преступлений гитлеризма, представляли собой разные культуры, разные традиции, разные религии и взгляды, в том числе на свое будущее, культурным, экономическом, политическом смыслом. Но они объединились. Они сумели преодолеть разногласия ради того, чтобы не допустить катастрофы, которая действительно не просто надвигалась, а захватила все человечество. И этот объединяющий посыл был обращен к государствам всего мира. И одной из задач государств и правительств, которые выстояли и которые сумели перебороть фашизм и гитлеризм, одной из основных задач было объединение усилий для недопущения подобных ошибок в будущем. Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что даже тогда, в годы Холодной войны, это удавалось сделать, несмотря на различные взгляды политические, экономические и так далее. В отличие от наших западных партнеров, мы ценим вклад всех государств и народов в борьбу с гитлеризмом и не делаем попыток на конфронтационной основе разделить победу на свою и чужую. Только коллективными усилиями мы можем предотвратить повторение ужасов войны. Этот объединяющий заряд нивелируется усилиями руководства ряда западных государств, среди которых, конечно, первую скрипку теперь уже видят это все, играет Польша.
но не польский народ, эти польские политики, которые реализуют эти концепции. Я хочу напомнить, что Варшава последовательно проводит линию на фальсификации истории, сносит памятники советским воинам-освободителям, очерняет, оскверняет их память. К сожалению, некоторые наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции решили в чем-то, наверное, солидаризироваться с Польшей, поддержать этот тренд. Мода есть мода. Ну, например, в своем выступлении на мероприятиях 1 сентября вице-президент США озвучил такие фразы, как, например, 2 нападения на Польшу в 1939 году, 2 оккупации этой страны. Затем поблагодарил европейские народы, которые внесли вклад в борьбу за свободу, и при этом ни слова не сказал о советском народе, о народах Советского Союза. В интерпретации высокопоставленного представителя США получилось, что заслуги в освобождении Европы от гитлеризма принадлежат исключительно, как он сказал, 16 миллионам солдат США, британцам и патриотам сопротивления. Ну, конечно. Мы, конечно, помним, кто освобождал Польшу и как, и какая цена была за это заплачена. Подобными действиями и заявлениями лидеры западного мира лишь расписываются в собственном политическом бессилии, исторической близорукости. Своими политизированными и далекими от исторической правды оценками они предают память всех павших в той войне, в том числе своих соотечественников. Теперь давайте вспомним то, о чем забыли сказать в Варшаве. Что же предшествовало началу Второй мировой войны? Тогда в ряде центрально- и восточноевропейских стран к власти пришли правонационалистические силы, которых не устраивали границы, установленные Версальским договором. Например, в Польше, которая готовилась к участию в разделе Чехословакии и в расчете на поддержку со стороны Германии заключила с ней в 1934 году пакт о ненападении, фактически предполагающий установление союзнических отношений с нацистами. Можно вспомнить и 1938 год, мы это делаем регулярно, когда Великобритания и Франция в стремлении направить военную машину вермахта на восток пошли на Мюнхенский сговор. Я думаю, что задуматься следует и о том, что в реальности представлял из себя либеральный миропорядок, которому сейчас были совершены жертвоприношения в виде отхода от исторической правды в Варшаве. Это очень важно пройтись и напомнить друг другу, гимн чему пропели в польской столице на днях. Этот либеральный миропорядок для большинства развивающихся стран мира означал продолжение колониального и неоколониального режима. Очень странно, что эти слова не были произнесены в Варшаве в 2019 году, когда говорилось о свободном мире, о ценностях. Этот режим, потому что о либеральном миропорядке XX века, еще раз говорю, к которому пропели гимн, о нем нужно говорить не как о миропорядке, а просто как о режиме. Он означал право сильного и закон джунглей для целого ряда не просто государств или народов, а континентов. Вспомним страны Африки, вспомним страны Латинской Америки, вспомним, например, напалм во Вьетнаме, вспомним объединенный уран в Югославии. Может быть, кто-то забыл про Абу-Грейб и те методы, которыми вот этот самый либеральный в их понимании миропорядок, а на самом деле режим, действовал на территории Ближнего Востока и Севера Африки с начала 2000-х. А может быть, мы еще вспомним, как представители этого либерального миропорядка, а на самом деле режима, расправлялись с теми, кто хотел напомнить о механизмах либерального миропорядка в виде Ассанжа. Многие страны
Азии, Латинской Америки и Африки не получили возможности, не получили шанс на должное развитие в 20 веке именно из-за этого либерального миропорядка. Их правительства просто тасовались в угоду тем, кто представлял собой государства, которые сейчас называются либеральными, демократическими и свободными. На счету этого либерального миропорядка бесчисленные экспедиционные войны с количеством жертв, исчисляемых миллионами. И вот это правда. Искалеченные экономики, бедное, бесправное население целых регионов мира. И это тоже правда. Что же вы в Варшаве об этом не поговорили? А теперь о главном, о том, о чем надо было говорить в Варшаве. Раз они так вольно пролонгируют мировые войны, заканчивают их тогда, когда они хотят, начинают. Давайте поговорим о международном терроризме, с которым сегодня мировое сообщество не знает, что делать. Он родился и вырос из преступных экспериментов того самого либерального миропорядка. Когда Запад поддерживал разного рода антиправительственные экстремистские группировки для того, чтобы они с оружием в руках отстаивали ценности либерального миропорядка на подконтрольных им территориях. Ну, например, маджахеды в Афганистане. Это же они переродились потом в Аль-Каиду. Мне интересно было поговорить на эту тему в Варшаве, коль скоро от основной темы мероприятия так далеко все отошли. Давайте уже скажем честно и прямо. Все послевоенное время Советский Союз, его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы и полного одичания, пресекали вот эту экспансию, которую не прочь было бы, да что там не прочь, которую всеми силами старались реализовать вожди либерального миропорядка. Процесс деколонизации. Какое отношение либеральный миропорядок имел к этому процессу? Назовите те страны и народы, которые получили возможность перестать быть колониями добровольно, по воле представителей стран западного мира, тех самых стран, которые заявили о фантастических достижениях в сфере свободы либерального миропорядка. Кто-то знает, кто-то может напомнить. Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе, а также и при этом одновременно воссоздавал своими силами экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной. Об этом не хотят помнить, это неинтересно. Почему? Потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству. А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после того, в той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет. Мы призываем наших западных партнеров прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно. В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков.